Сегодня мы таким образом начинаем блок, там, там более 15 занятий. Это устранение преград, которые мешают нам рационально думать и идти к своим целям. И преграда номер один, тема сегодняшних занятий, это достаточно распространенная в обществе проблема, это присвоение. Да, по присвоению мы с вами сегодня и начнем работать. Сама схема по присвоению очень простая. Человек нарушил закон, раз. За это он получил кармические последствия, самые разные. Да, самые разные. Там, может быть, и судьба обвалилась вниз, там, да, может быть, и на уровень вниз, или там в мир животных, или куда-либо. Есть кармические последствия, есть внутренние реакции, которые блокируют. Да, то есть человек хочет подумать, а он не может думать. Ему на уровне подсознания страшно. Да? Потому что принял неправильное решение. Нужно прощаться с присвоением чужого, а не бояться карьеры или денег. Да? Вначале, да, по информации, значит, как в целом присвоение влияет на самореализацию, да, там, на карьеру, на финансовое благополучие и так далее. Схему мы с вами рассмотрели, да, в самом начале. Все выглядит очень просто. По любым мотивам, по каким-то мотивам человек совершает нарушение закона. Да, ну, в конечном итоге, там, неважно, украл, отобрал, да, присвоил деньги, неважно, то ли там казначеем в ордене его сделали, или карьеру сделал, или там менеджер в банке получил доступ к сейфу, или неважно, вошел кому-то, неважно, там родственные отношения, увидел, где деньги лежат, ну неважно. Каким-то образом человек получает доступ к имуществу, да, он принимает любые действия, взял мешок с деньгами, убежал, переписал там имущество на себя, сделал еще что-то, не имеет значения. Он каким-либо образом имущество, да, или нематериальные ценности каким-то образом присваивает. Что дальше? Дальше начинается некоторая история. Да, история это какая? Ну, это поиск виновного. Она может быть коротенькая, через 5 минут схватили, может быть, через 10 лет отыскали. Ну, как правило, она заканчивается не в этой жизни, это карма. Да, в аду говорит, ну, здравствуй, паршивец, да. Но в любом случае, какая-то история, она заканчивается тем, что виновного притягивают к ответу, и мало того, что наказание, карма же выставляет и программу, да, скажем, вот этому человеку в будущем можно ли доверять управлению ресурсами, если он себя повел как последний паршивец? Нельзя. И она говорит, нельзя. Да, то есть человек вот должен, я огрубляю, должен жить на одну зарплату, потому что как только видит деньги, ему хочется их сразу присвоить. Да? Я говорю, запрет. И человек старается делать карьеру, и бьется головой об стенку, потому что карма его не пускает. Ни в один приличный эгрегор его фантомы не пускают. С одной стороны, карма выставляет запреты, с другой стороны, у человека неприятные ощущения, да, связанные с тем, что вывод сделан неправильно, что деньги, там, карьера, успех – это больно. Это больно, это опасно. Да? А правильное решение – это покаяние, что виновны то не люди, которые тебя наказали, они поступили абсолютно правильно, они выполняли свой долг. Они восстанавливали справедливость, а ты был неправ. Поэтому с тебя покаяние. И причина это твоя там жадность или нарушение законов тем или иным образом, да, это твоя ответственность. Да? Поэтому наша задача на все ситуации посмотреть и их исправить. Разумеется, нужно начинать решение вот этой задачи с выбора самых серьезных проколов. В данном случае нас будет интересовать только два момента. Вы прорисуете график своей судьбы, да, у каждого он будет свой, и интересует, где вы поднялись и упали. А была ли здесь причина присвоения чужого? Самые серьезные ситуации, те, которые привели к падению. Это не важно, на уровень ниже, на уровня ниже, с более высокой оплачиваемой работы на более низкую, в мир животных, воды. В любом случае вы пошли вниз. Да, это серьезный прокол. Самые серьезные те, которые привели к падению. Да, или там следующее там, к замедлению в развитии, к остановке.
Ну, дальше там какие-то мелочи. На данном рисунке нас будет интересовать прежде всего два ключевых момента. Это график судьбы, который вы прорисуете, и выделите на нем самые такие серьезные ситуации, связанные с присвоением чужого. Была ситуация, и было что там, разрыв взаимоотношений, тюрьма там или еще что-нибудь, да. И рисуночек, да, это вы, да, по себе любимому, кармические знаки, кармические воздействия, которые говорят о наказаниях по нарушению данного закона. То есть на рисуночек вот по человечку мы ищем самые большие воздействия, самые объемные, самые жесткие, самые противные, самые вредоносные, с чем прежде всего прощаться. А график судьбы нам помогает также определить самые серьезные проступки. Не всегда на 100% они будут совпадать, да, потому что судьба, ну, грубо говоря, она прописывается больше в банке данных кармы и в эгрегорах. То есть они получают инструкции, что с вами делать. Да? А кармические воздействия, они как бы лично на вас. Во многих случаях они совпадают, но не обязательно, чтобы совпадали на 100%. Поэтому нам одно направление поиска самых жестких проступков, это по графику судьбы, и интересует, есть ли с присвоением, да, вот где мы спускались вниз, есть ли причины присвоения. И второе, это воздействие по себе любимому. На чем все это держится? Собственно, вот эти правонарушения, можно сказать, что они держатся на двух основных положениях. Одно – это отношения, да, вот такие теоретические, философские, принципиальные, да, основы для того, чтобы нарушать или не нарушать. И второе, собственно, сами нарушения, всевозможные мотивы. Да, вот какие принципиальные вопросы по отношению. Да, по отношению. И если вы сформировали у себя глубокое уважение к духовным законам, то вы не можете нарушить закон. Не можете. Почему? Вы его глубоко уважаете. Если закон вас, извините, там достает, нервирует, вы его не уважаете, ваше мнение, ваше желание, ваши страхи сильнее, тогда вы легко попираете закон и делаете то, что хотите. Да? Поэтому первое – это отношение к закону. Второе – отношение к силам света. Но если вы их уважаете, ну там кого-то, человека любите, уважаете, как вы можете их подвести? Если вам все равно, у вас нет особого такого личного отношения к иерархии света, ты туда идешь, но ты же их позоришь, совершая такой проступок. Если у вас нет вот такого уважения, преданности, вы легко можете совершать различные правонарушения, присвоение чужого в том числе. Да, второе – это уважение к силам. Третье – отношение к людям. Если вы светлый человек, и у вас есть правильное отношение к людям, вы желаете им блага, вы не можете причинять им вред. Если отношение к людям не выстроено, они все поганцы, там хорошего не заслуживают, или вообще равнодушно, мне вообще не волнуют другие люди, вы спокойно можете грабить, не чувствуя угрызения совести. Правильно? Отношение к пути света. Если для вас это выбор души, для вас это очень дорого, то программа «Идти по пути света безупречно», она естественна. Если путь света, он под вопросом, то я, в принципе, пойду по пути света, но могу же я немного побыть человеком, ну, в смысле, немного там соврать, подворовать, гадость сделать. Если отношение к пути света, оно такое вот какое-то слегка маразматическое, то человек говорит, да, я иду по пути света, но способен совершать любые нарушения. Да? То есть это то, что также дает почву для различных нарушений, включая по присвоению чужого. Поэтому есть сама база отношения к законам, к силам, к выбранному пути, к окружающему миру, к людям. Вот ответы на эти вопросы, они или говорят, ни за что я закон не нарушу. Если отношение к этим вопросам не выстроено, то у человека есть внутренние все права
для любых преступлений. Ну или там для средних, для маленьких, там, в зависимости от того, какие параметры человек себе там в сознание запустил.